Всем привет, друзья! В общем, что я вам хотела рассказать по поводу школы нашей турецкой. Во-первых, как выяснилось, у старшеклассников, у нашего Олега нету классного руководителя. Это не есть хорошо, на мой взгляд. Вот, как бы никто не проводит классные часы, подобного рода уроков классных у них нет. Вот, дети предоставлены сами себе. Приходит там учитель по химии, объясняет свою тему, приходит другой учитель по физике, объясняет свою тему. Как таковых у Олега домашних заданий нет. Но у Миши, Миша аж нам говорит, там случайно программу, говорит, нам не перепутали, говорит, с Олегом. У Миши загруженность по самое не могу. Мало того, ему, как я уже говорила, дают домашние задания. Мы сидим с этими домашними заданиями, как барашки на новые ворота, ничего не понимаем. Благо у нас наши дорогие любимые друзья. В прошлом влоге вы писали, что друг говорит нам, езжайте в Россию. Он шутит на самом деле. Он искренне этого не хочет. Вот. И то, что вы пишете, вы надоели своим друзьям, они уехали в Адану, вы просто не знаете, поэтому пишите. На самом деле они нас искренне любят, они нас считают своей семьей. Вот. Вы не знаете всех деталей, всех нюансов, всех, как это сказать, событий, которые происходят между нами, да. Вы не знаете всего-всего, поэтому пишите со своей колокольни, но на самом деле эти люди, Эра и Сардинич, стали для нас очень-очень родными и близкими. Вот. Они нас в первую очередь, и мы их в том числе, у нас, понимаете, у нас взаимолюбовь с ними вот такая вот образовалась, и они нас считают своей семьей. Вот. Вы просто не представляете себе, как настойчиво они предлагали нам помощь материальную. Мы категорически отказывались, не любим быть должными кому бы то ни было. Вот. Но Сардинич заявила, мы одна семья. Если ты, говорит, не возьмешь эти деньги, говорит, я обижусь, я с тобой разговаривать не буду. То есть вот даже до такого. Вот. Они настойчиво просили принять эту помощь, потому что уезжают в Адану, чтобы лечить ей зубы. Не потому что мы им надоели, как вы там вымышляли и писали, вот, а потому что уехали лечить зубы нашей подруги Сардинч. Вот. Они сами родом из Аданы, и, естественно, там для них все родное, все близкое. Не так далеко друг от друга мы сейчас находимся, в 110 километрах друг от друга, да, но, тем не менее, просто так вот приехать в гости друг к другу, ну, достаточно накладно, скажем так, да, 110 километров в одну сторону, 110 километров в другую сторону, 220 километров. Поэтому они, зная, что будут там продолжительное время, а это примерно 1,5-2 месяца, зная, что не смогут нам оказать материальную помощь в случае, если она нам потребуется экстренно, прям настойчиво попросили нас принять помощь. Я сказала, я не притронусь к этим деньгам, мы не будем, как бы, мы рассчитываем свои силы, у нас все хорошо, вы не переживайте. На что Сардинич сказала, мы все равно за вас переживаем, пожалуйста, возьми, говорит, возьми, пусть они у тебя лежат, при необходимости будешь пользоваться. Ну, то есть вы всех этих нюансов не знаете, поэтому пишите вот такую ерунду. На самом деле Сардинич и Рай для нас действительно нашей семьей они стали. Вот. И то, что друг сказал, езжайте в Россию, как это все сложно, это всего лишь он шутит. Потому что на самом деле искренне этого не хочет. Потому что у нас были мысли, серьезные были мысли вернуться в Россию. Он нас отговаривал первее всех. Вот. Сардинич как бы придерживалась того мнения, что какое бы вы решение ни приняли бы, это ваше решение, я его приму тоже и буду уважать. А Эрай, вот как он настойчиво нас, помните, в летний период просил привиться.
вакцинироваться. Вот так он настойчиво нас отговаривает, говорит, что Турция это лучшее место для вас. Он искренне этого не хочет, и то, что он сказал мне, езжайте лучше в Россию, это все очень сложно, это всего лишь трололо. Ну, шутит он так надо мной. Вот, что я вам еще хотела сказать. Сардинич, наша подруга, связалась с администрацией школы, когда мы там были на переговорах, а на переговорах мы там были практически целый день. Сначала утром мы поехали с другом Ираем, просидели там, ну, около часа, наверное. Потом вечером поехали мы с подругой Сардинч и с другом Ираем. И еще около часа просидели. Короче, там переговоры длились такие достаточно серьезные были и продолжительные. Длились достаточно продолжительное время. Что хотела сказать. Вот. И во время этих переговоров, естественно, все переговоры проходили на турецком языке, мы ничего не понимали, основные моменты нам переводили на английский язык наши друзья, вот, а в основном разговор, мы не знали, о чем весь этот час они там разговаривали. Ну так вот, потом, значит, друг наш говорит, что администрация сказала, что не будет домашних заданий. Домашние задания, вернее, будут, но они будут выполняться в школе с учителем, все это будет объясняться детям. Вот. А здесь нас, получается, каждый день грузят вот этими файлами А4, при том, что наша зрительница, по-моему, Мона Лиза писала, приветик вам огромный, писала, что у нее, у младшей дочери, у младшего ребенка, я точно не могу сказать, дочь или нет, у младшего ребенка учительница была очень строгая и требовательная, и каждый день тоже давала на А4 задания, на листе А4, один лист А4. Нам же дают 2 листа А4, а в этот раз сейчас на выходные Миша принес, сейчас скажу, раз, два, 3, 4 листа А4. На выходные нам дали 4 листа А4 с 2 сторон. В будни мы получаем по 2 листа А4 с 2 сторон. Один раз, значит, нам дали задание на 2 листах с 2 сторон, получается 4 страницы, 20 заданий было. На следующий день он нам принес 37 заданий, при том, что подруга позвонила в администрацию и стала уточнять. Ну, как бы вы же нам объясняли, на что директор, она прям с директором разговаривала, ей сказал: ой, простите, 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 это какая-то ошибка. Не должны давать домой домашние задания, и уж тем более не должны родители сидеть и ломать голову над турецким языком. Вот. Значит, проговорила она с ним вот днем на эту тему. Вечером Алексей едет за детьми, и Миша приносит тоже 2 листа с 2 сторон А4 и уже 37 заданий. Просто вот так голова с рукой, я не знаю, что делать. На самом деле вы правильно пишете, что нашим турецким друзьям это не нужно. Понятное дело, что они у нас оба пенсионеры, свободного времени у них в принципе предостаточно, но тем не менее им это не нужно, это действительно так. Нам, родителям, это тоже особо не нужно. Если бы был бы там педагог в школе, который бы сидел бы с Мишей, просил бы его все эти задания читать, переводил бы ему все эти задания, да, было бы нам намного проще. Я не знаю, почему так не происходит, хотя нам обещали, что будет именно так. Наверное, надо мне самой будет директору написать. С директором я начала коммуницировать сама относительно недавно. Первое время всегда коммуницировала. Вот когда у нас Миша заболел, утром мы через Олега предупредили, что Миша не придет в школу, а потом я наобум написала, у меня есть номер, написано директор нашей школы, да, как его зовут, действительно ли это директор, я не знала, я ему пишу: здравствуйте, я прошу прощения, вы Мехмед? Он говорит: да, я Мехмед. Вот. И мы стали с ним переписываться. Я говорю: просто я вот мама Миши и Олега. Миша плохо себя почувствовал, и я даже не знала, кого предупредить. Вот. Он мне скинул номер учительницы Миши. У Миши, кстати, есть одна учительница, ну, как в младших классах в России, да, закреплена одна учительница за их классом.
музыку проводит другой учитель, физкультуру третий, а ИЗО четвертый учитель, да, но основные предметы ведет одна учительница. Он мне скинул номер этой учительницы, значит, мы с ним пообщались, и я так думаю, я не знаю, Мона Лиза писала мне, что у старшей, говорит, дочери учительница была, ей было все равно, и домашних заданий не было вообще. А младшая, говорит, получала каждый день по листу А4. Может быть, это хорошо, что Миша каждый день приносит. Может быть, это признак того, что у нас сильная учительница. Я не знаю. С другой стороны, как мы, русскоговорящие родители, можем помочь с турецкими заданиями, с турецкими задачами? Постоянно привлекать наших друзей тоже не самый лучший вариант. Еще бы они были бы здесь рядом, мы бы Мишу отправили бы к ним домой и сидели бы сами спокойно, работу работали бы. Не знаю, в общем, как быть на самом деле. С одной стороны, я понимаю, что учительница не знает ни английский, ни русский, только по-турецки она знает, да, то есть она может Мише помочь только при помощи переводчика, но при помощи переводчика и мы ему можем помочь, но переводчик переводит настолько коряво, что вот пока не выпьешь 40-градусного напитка, не разберешь вообще, что хотят. Вот, поэтому мы привлекаем наших турецких друзей, которые по-английски нам пытаются объяснить. Если мы по-английски не понимаем, мы с английским тоже не особо-то дружны. Вот это качество мне очень нравится в нашем друге. Он начинает какие-то альтернативные, простые слова, на пальцах показывает, жестами показывает. Ну, то есть он всячески делает так, чтобы мы поняли. И когда мы понимаем, он-то сам понимает, как ту или иную задачу надо решить, да, и пытается теперь это объяснить нам, мне в частности, потому что Алексей хуже знает английский, Миша еще хуже знает английский. Мне донести эту информацию, и когда я уже понимаю задачу и говорю, что вот ее надо решить вот так, когда он понимает, что я поняла задачу, все, тогда он просто молчит, и я начинаю объяснять Мише. Вот такая у нас схема работы, но это тоже неправильно. Я считаю, что, бешеные деньги берет школа за обучение, там должен быть русскоговорящий сотрудник, который бы помогал бы вот таким детям, а их не так много, наших детей там буквально человек 15, может быть, да, русскоговорящих. Вот, в школе должен быть, в частной школе должен быть русскоговорящий сотрудник, который бы помогал с домашними заданиями иностранным детям, которые не знают турецкого языка. Это мое мнение, я не знаю, как должно быть. С одной стороны, турецкий друг говорит, если он хочет, пускай не решает. С одной стороны, это выход, да, но с другой стороны, я понимаю, что в школе ему никто вот так не разжует и не заставит все эти задания прочитать и понять, как они переводятся на русском, что мы каждый день делаем дома, да, мы его заставляем читать, мы ему переводим, мы ему рассказываем перевод, и он уже понимает там какие-то слова, он уже выучивает в процессе, пока решает задачи по математике. В школе никто этого делать не будет, поэтому если мы откажемся от этих домашних заданий, не сделаем ли мы своему ребенку только хуже? Вот в чем вопрос. Как-то так, друзья. Поздно, слишком поздно. Да, это вода. Не совсем это плохое дело турецкий домашку нам делать вместе с ним, потому что мы узнали бюлем, бюлюнин. Бюлем, да, воду принесли, и у Алексея есть вот такая синяя штучка, которой он легко хватает баклажку воды и несет. Да, как этот добузлак, не помнишь, Миша? Да. Холодильник. Я забыла. Ну, как так забыл? Потому что у тебя такое отношение к как учебе. так ты забыла? Потому что я старенькая. О, бабушка! Ну, ты-то молодой. Получается, у тебя память хреновая? У Олега феноменально, а ты, получается, не выучишь язык? Зря тебя отдали. Не знаю. Долуздаб, добуздаб.
Как она? Пап, ты не помнишь, как холодильник будет? Он секис до... Как это долап? Дала это шкаф. До буздалап, может? Буздалап, по-моему. Буздалап? О, да. По-моему. Короче, задачку про холодильники решали. Теперь вот почти знаем, как будет слово холодильник на турецком. Папа, включи телевизор, пожалуйста. Я хочу включить мой английский. Да, и когда, знаете, что я еще хотела сказать? И когда мы получаем информацию от наших турецких друзей на английском, когда мы понимаем, о чем задача, уже начинаются новые слова в голове укладываться. То есть вот про этот холодильник, да. Иногда я читаю задачу, и мне прям понятно. Интуитивно понятно. Где-то какие-то слова знакомые, я знаю, да, какие-то слова. А какие-то слова прям вот, вернее, смысл задачи потом в итоге, в конечном итоге, зная вот это слово и вот это слово, в итоге смысл задачи интуитивно в голове по полочкам раскладывается, и понимаешь задачу уже без переводчика. Потом все равно на всякий случай подстраховываешься, переводишь, вот, но получается, что ты абсолютно прав. Вот, например, у меня были такие несколько задач, а у тебя? Ну да. Были, да? Какой ноги, мам, хотя они босые. Мы, например, узнали шиир. Шиир, да? Это стихотворение. Да. Сказка как? Экюль. Экюль, сказка. И масал. масал. Масал нам друг перевел как поэзия, но Миша говорит, что масал это тоже сказка. В общем, не знаю. Нам учитель так сказал. А, учитель им так сказал, что сказка. Он что, тебе по-русски сказал? Сказка? Учительница, нет, она перевела. Ну, учительница перевела как сказка, масал, а наш турецкий друг перевел как поэзия. В итоге, короче, мы не знаем, как переводится масал. Кто знает турецкий, помогите нам, пожалуйста, напишите в комментариях. В общем, вот такие у нас дела. Я высушу голову и будем с Алексеем тоже снимать мукбанг для вас с новым рецептом, с этими пирожочками. Мишута, тебе корица не нравится? Почему? Что тебе пирожочек не понравился? Не знаю, какой-то этот. Яблоко какие-то были такие, не такие. С корицей, яблоки с корицей были. Мне изюм не понравился. Изюм? Ну, в общем, изюм ребенку не понравился. Рецепт шикарный. Рекомендую. Мы с Алексеем тоже уже попробовали. Очень-очень нежное получается тесто. Очень нежное. Вот. Ну, ребенку изюм не понравился, можно изюм исключить. Что касается начинки, в принципе, импровизируем. Кому как фантазия позволяет. Вот как-то так. Хватит дурачиться, сейчас в школу тебя на полдня отправлю. Не надо прыгать, Миша, ты нам сейчас кровать испортишь. Миша, ты жрать наступил! Балдуниша. Миша, все, слазь, ты кровать нам сейчас испортишь. Такую рубрику. Начинаем убираться. Все обливать. Ауч, 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 ауч. Как больно, блин. Блин, пойду в ванну. Заусенец оторвала и средство сюда попало. Надо аккуратно. Вот, все, короче, я облила этим своим любимым антипригаром. И смотрите, в духовке... Кстати, могу я только свет включить, интересно? Чик, нет, не могу. Чик, чик, нет, только выключить могу. Ладно. Короче, какой-то, вентилятор срабатывает. Короче, смотрите. В духовке вот это вот уже давным-давно не стирается ничем. Мы просто бузим сюда антипригар. Чик, чик, чик. Сейчас во всю духовку набузим. И я вам покажу потом, как это все легким, движением руки снимается. Друзья мои, если вы в России, рекомендую это средство. Это не реклама.
Просто я уже, кто-то мне из вас посоветовал, давно пользуюсь. Супер, мега вообще мощное средство. Чик, чик. И стекла тоже не забываем. Я знаю, стекла можно отстегнуть и легко их в раковине помыть. Но что-то я как-то не пробовала никогда. Вот здесь что-то надо сделать. В этой духовке я никогда не пробовала. Ауч. Как-то вот здесь, короче, отпускается, и стекло вынимается легко. Все, пускай у меня так все будет. Немножко постоит. Потом я одену перчатки и чуть позже покажу, как это все легко удаляется. Легким движением руки. Вот. Ребенок у нас пострадавший теперь лежит смирно, слава богу, смотрит Машку. А то скакал тут недавно. Давай покажем твое ушко. Покажи свое ушко. Лед надо еще? Надо еще на ушко лед? В общем, стукнул ухо, а оно у него вздулось. Вон красное, видите? Теперь лежит смирно и Машку смотрит. Старший у нас ребенок в школе. Сейчас я его младшего покормлю уже обедом. Вот, потому что он просит теперь, как в школе, еще и полдником его покормить. Так что 4-разовое питание у него, когда он не в школе. Вот.